Всем вам вселенский привет! Я для вас возьму карты-проводники. Это такие карты, как ангелы, которые будут вам спутниками в вашей жизни на этот период времени. То есть они могут вам помочь, как бы подтолкнуть вас в нужном направлении, с вами общаться. То есть вы не будете чувствовать себя одиноким. Мне часто люди пишут, что они одиноки. Не будете, точно вам обещаю. Это у нас карты Таро, золоченое Таро. И отсюда я попрошу вам выйти 3 проводникам, спутникам. Или такое слово есть попутчик. Мне нужно его вспомнить, когда я вспоминаю такое слово, как поезд. Потому что иначе я не помню слово попутчик. И вот они будут как поезд жизни, попутчики на этот период времени. Они могут дать совет, они могут предупредить, защитить от негатива, от черного глаза, от каких-то злых людей. Они могут направить на дорогу удачи, выслушать их, когда вам хочется выговориться, и посоветовать хорошее. Подснимать себя, потому что для вас делаю, и это будет очень коротко, чтобы вам получить рекомендации и начинать это претворять в жизнь. Это мужчина, который будет с вами рядом идти. Во-первых, эта карта Король Жезлов, она привлекает мужчин в вашу жизнь. Если у вас нет мужчины или ваш мужчина просто недостойно себя ведет, а может ведет себя более-менее нормально, а вы хотели бы, чтобы как вот положено, да, мужчине себя вести, это как раз тот человек. Это Король Жезлов. Это человек, который пообещал, сделал, доказал свою любовь на деле. Вот такого мужчину привлечет эта карта, потому что есть такое правило в эзотерике и вообще в алхимии: подобное притягивает подобное. Likes cure likes. Это такой принцип Парацельсуса и гомеопатии. То есть вот эта карта живая. Она привлечет в вашу жизнь такого человека, достойного, приличного. Они будут к вам притягиваться, и вы еще будете выбирать себе достойного партнера. А также эта карта будет вашим спутником, попутчиком, то есть даст вам силы. И если кто-то захочет у вас украсть какую-то силу, эта карта будет вас оберегать, защищать. Скажет другим злым силам: не лезь, не трожь. Этот человек под охраной Короля Жезлов, под охраной энергии защитника, энергии, как каменная стена, да, защитника. Вот такая карта первая будет вам спутником, и это не карта только, это живая энергия. И вы ее ощутите. Вы ощутите какую-то силу внутреннюю, а также эта карта возвращает энергию украденную, может быть, злыми людьми и так далее. Ну что ж, еще один спутник, еще один попутчик. Кто это? Попутчик жизни. Смотрите, это у нас пентаклевая карта. Этот попутчик будет помогать вам привлекать в вашу жизнь деньги. Это паж, а пажи в картах это всегда те, кто ищет поиск, ищет решение, ищет заработок, ищет доход, ищет выгодные покупки. Это вам поможет, он это все сделает, да? Ищет удачу, успех, благоустроенную жизнь, ищет финансовую свободу, ищет финансовую независимость. Потому что пажи всегда искатели. И вот поможет вам это все найти, что я перечислила. Хорошую работу, проявить себя в профессии, может новую профессию начинать осваивать, и эта профессия вам принесет средства. Пажи всегда это заботы, хлопоты, кто-то о вас хлопочет, чтобы у вас было все хорошо с деньгами, чтобы вам на все хватало, чтобы покупки были только по выгодной цене. Вот хлопочет о вас, заботится о вас. И вот это второй такой ангел-попутчик, который заботится о вас. 2 фигурные карты уже вышли. И обе фигурные карты говорят, что сейчас высшие силы посылают вам зрелую энергию защитника, который знает, как защитить, потому что он прирожденный настоящий мужчина. И молодую энергию, паж, молодую энергию поиска решения. Вот если вы сейчас ищете, например, какой-то поиск решения какого-то вопроса вашего, частного, личного, финансового, рабочего или здоровья, поиск решения, чтобы улучшить свой стиль жизни, улучшить свой распорядок дня. Вы знаете, все наоборот у нас у людей. Люди живут по неправильным принципам. И обычно ребенка мы заставляем, рутину навязываем. А ребенок должен быть свободный, чтобы развиваться. А взрослые люди ненавидят рутину, потому что им в детстве навязали ее. А взрослым людям нужна рутина. Они должны видеть в этой, рутина как распорядок, да,
все по часам делать. Рутина дает хорошее здоровье. И здесь вы, как взрослый человек, выработаете для себя ту рутину, которая будет вам в удовольствие, в кайф. Не то там с этой молоко с пенкой, помните, как в советском садике? Ой, какое же оно было ужасное. Ну, заставляли, ой, как заставляли, да? И мы продолжаем себя заставлять делать то, что мы не любим. Потому что мы как бы привыкли, что нужно себя заставлять делать то, что не люблю. А Паж, он ищет пути, он ищет там, где вот радости. Кстати, пентакли – это же помощники. Здесь двойная помощь. Потому что слово пентакли – это как монета, а монета в переводе с греческого «помощница». Кстати, пентакли – это тоже ваши ценности. Это не только деньги. Это то, что для вас ценно. Вы найдете то, что для вас ценно, потому что Паж ищет. А это дорогого стоит. Потому что мы сами не знаем, чего мы любим, а чего нет. А здесь вы найдете то, что для вас ценно. Третья карта, третий проводник. Это хорошая очень карта, это двойка чаш, это вообще замечательно. Потому что, смотрите, 3 проводника и 3 фигурные карты. Эти проводники поведут вас в то место в вашей жизни, где вы скажете: наконец-то мне везет, наконец-то все получается так, как я хочу. Наконец-то Вселенная меня любит, наконец-то она меня благословляет, наконец-то я начинаю жить без оглядки, без страха. Никто больше не ворует энергию, кстати, потому что король жезлов защищает вас. Никто больше не указывает вам, как жить. Ваш пентакль этого не любит, он вас предохраняет от этого. И двойка чаш, это, я уже, знаете, у меня очень много видео, наверное, 1 000 000 уже. Я давно очень на YouTube. И каждый мой подписчик – это человек, которому я помогла, лично помогла на общих раскладах, без денег, без оплаты. И поэтому я вам скажу, что я уже про двойку чаш уже так много говорила, можно на других видео послушать. Но значения карт нельзя использовать в раскладах, потому что значения карт, они как энциклопедии, их множество. Нужно развивать понимание карт, да, ощущения, которые дают карта. И в каждом раскладе, в сочетании с другими картами, карта по-другому ощущается. Здесь двойка чаш вместе с молодой энергией поиска. Вас уже ищет какой-то человек интересный, харизматичный, молодой душой или молодой телом и душой. А также с королем жезлов, двойка чаш, у вас будет прекрасный союз с достойным человеком. Тоже король жезлов ведь это вы, который в профессии своей прославленный человек, знает, как заработать и при этом не потерять энергию. Ой, как это важно! Очень мало кто это делает, потому что мы все как бы подневольные, что ли, да, на работе. Я сама знаю, что это такое. А еще если начальник тяжелый человек. А сейчас начальники, они, ну, есть хорошие. Но часто бывает, что начальники, вот они свои капризы на своих подчиненных вымещают. Может быть, это у вас такая ситуация. Так вот, здесь вы как найдете ту работу или сами себе придумаете занятие, в котором вы не будете терять энергию, наоборот, получать. Вы даже без денег бы это делали, но деньги-то у вас точно будут, потому что пентаклевая карта вышла. Здесь, конечно, союз. Вот это когда люди обмениваются сердцами. Я уже не раз говорю, что не зря Венера отвечает и за финансовый поток, и за отношения. Здесь собака зарыта для тех, кто хочет услышать. Как правильно строить отношения? Мужчина вам ничего не должен, вы ему ничего не должны. Он с вами, потому что с вами ему хорошо. А вы с ним, потому что вам с ним хорошо. И это сильнее, чем любая запись в книжке у мэра. Но запись нужна. Мужчины не должны этого избегать. Потому что раз он в отношениях, он занят. Но второе, что не принудительно, а потому что с вами приятно. Нужно быть приятным близким людям. А мы часто как бы... Ну, близкие люди нами так просят, потому что любят, и мы иногда в плохое настроение им показываем. Этого нельзя делать. Двойка чаш говорит, что отношения – это точно то же, как и в бизнесе. Потому что Венера отвечает и за финансы, и за любовь. Между мужчиной и женщиной или между партнерами, в паре отношения такие: 50% взять, 50% дать. И соблюдать правила не дать то, что расстроит, не нажать на ту кнопку, которая вызовет отторжение. И здесь все сказано. А также по этой третьей карте с вами всегда будет рядом идти архангел Арииль.
Вот здесь тот, кто благословляет ваш союз, или по работе, если вам отношения не нужны, или союз в паре. Это Архангел Ариль. Архангел Ариль, он венчает сердца, он очищает от негатива. Это лев Бога и дает силу и храбрость. Чтобы жить красиво, это искусство. Здесь нужна сила и храбрость. Вы ее получаете от Архангела Ариля. И здесь каждая карта это тоже ангел. Так что если я беру 3 карты, это ваш спутник, друг лучший, но тоже ангел. Поэтому как 6 карт. Вот такие спутники будут с вами идти, попутчики, и вам помогать. И будут давать вам счастье. Будут помогать вам найти счастье. Вы будете в этом сами участвовать. Это ведь самое главное. Я со своей стороны хочу сказать, если кто не знает, я с вами дружу. Мое доказательство дружбы заключается в том, что я делаю для вас видео, целительные видео и так далее, предсказательные. Но вы можете тоже со мной дружить, тогда будет у нас полноценная дружба. Но с вашей стороны, что хорошо, ничего не нужно для меня делать. Но для себя можно сделать, стать моим другом, то есть подписаться на канал. Подписывайтесь на канал, и у нас будет с вами полноценная дружба. Ничего не стоит это. И еще хочу сказать, что ставьте, пожалуйста, оценку видео. Это так называемый лайк, палец вверх. Оценивайте мое видео, это важно. Я знаю, что мы с вами скоро и очень обязательно увидимся. До новых встреч, уважаемые друзья!